Всем привет! А вот и новый гараж. На сборке каркаса гаража я отсутствовал, но здесь у нас еще будет навес. Итак, размер гаража 7×8, навес 5700 на 7. Высота в нижней части 3 метра, в верхней 3900. Будет двое ворот, дверь и водосток. Как мы делаем каркасы, есть в предыдущих видео. Обязательно заходите. Каждый найдет что-то полезное. Каркас готов, гидроизоляция сделана. Проклеиваем ленту, ждем панели. Я уже рассказывал, для чего нужна лента. Но хочу рассказать еще раз, так как увидел одного товарища, который на полном серьезе говорит, что лента нужна для того, чтобы не продувал ветер внутрь помещения. Что, конечно, полный бред. Если до ленты добрался ветер, значит вы просто плохо заделали швы между панелями. Лента нужна, чтобы не было контакта панели с каркасом. Панель от перепада температур расширяется, сужается. При этом движение происходит. Это движение мизерное, но с течением времени его хватит, чтобы протереть краску и заржаветь. Еще когда мы прикручиваем панель, между панелью и металлом образуется стружка. И когда лента проклеена, стружка проржавеет и исчезнет. А если ленты нет, она прихватит с собой и заднюю стенку панели. А это никому не надо. Ни нам, ни тем более заказчику. Итак, монтируем панели. Не все они легко вставляются в зуб, но при этом почти у всех есть зазор между пенопластом. Поэтому проходим пеной. Хуже точно не будет. Заранее разметили по нивелиру горизонт. И по меткам выставляем панели. Вместе с гаражом будет навес. Навес будет вплотную, но соединяться металлом он не будет. Иначе будут мостики холода. Поэтому сначала монтируем панели, а потом начнем собирать уже каркас с навеса. Но будет общая крыша из сэндвич панелей. А пока продолжаем монтаж стеновых панелей. Панели порезали пополам. В низкой части гаража встает у нас 2,5 панели, а второй половиной закроем вот тот уголок. Ну и с другой стороны тоже. В общем, используем панели по максимуму, чтобы было как можно меньше отходов. Тут у нас вот фермы лежат для навеса. 3 фермы будет, 6 стоек, стойки 100 на 100. Заказчик захотел, чтобы крепления стоек были невидимы, поэтому изготавливаю вот такие чашки. Закрепим их анкером, сверху поставим трубу, обварим, ну и будет как целая труба, невидимое крепление. Всего будет 6 стоек. Ставим чашки на анкера, подкладывать их на леколь тоже снизу, между бетоном и металлом. Выставляем 4 угловые сначала, а уже под фермы потом смонтируем еще 2 оставшиеся стойки. И уже на наши чашки привариваем стойки. Один анкер на стойку достаточно жиденькое крепление, поэтому стойки, которые у здания, мы временно крепим через трубу к металлу, а угловые просто ставим распорки. Между стойками расстояние 5700, поэтому вместо верхней обвязки используем двутавр 120 мм. Вручную нам его не поднять, поэтому воспользуемся услугами манипулятора. Ну а фермы потом поставим вручную, они полегче будут. Ну и раз уж манипулятор приехал, решили закинуть кровельные сэндвич панели на крышу. Они тут тоже достаточно тяжелые, длина 7,5 метров, поэтому манипулятором будет попроще. Заодно проверяем нашу конструкцию на нагрузки, как она держит. Вот такие 2 достаточно крупные пачки укладываем на крышу и совершенно не переживаем, потому что уже не раз проверено, что конструкция очень хорошо держит нагрузку. Столько снега вряд ли когда-то наберется на этой крыше. В общем, неплохо нам помог сегодня манипулятор. Закинули панели, установили двутавры и дальше продолжим монтировать каркас. Манипулятор нам выделили на час, поэтому дальше монтируем вручную, устанавливаем фермы. Все так же, как на гаражах, только здесь на двутавр это все ставим. Монтируем прогоны, а потом еще вот эта часть от верха до двутавра будет закрываться профлистом. Добиваем оставшиеся стеновые сэндвич панели и будем постепенно перебираться на кровлю. Панели у нас наверху, будем растаскивать и монтировать. Как я уже и говорил, навес
И гараж будет у нас соединяться общей кровлей сэндвич панелей. За счет этой кровли навес получит дополнительную жесткость. И вот мы добрались уже с навеса на гараж. Перешли панелями. И общая длина кровли у нас получилась почти 14,5 метров. Обычно на навес мы делаем профлист или поликарбонат. Здесь заказчик захотел, чтобы все было из сэндвич панелей. И тем временем мы смонтировали всю кровлю. Подрезаем последнюю панель. Как обычно рассчитали, чтобы она не была слишком узкой. Здесь она вышла в районе 70 сантиметров в конце. И хочу рассказать о пленке на панелях. Пленку нужно снимать до монтажа сэндвич панелей. Ну или если есть возможность, сразу после монтажа. Если пленка будет на солнце несколько дней, там неделю, будет вот такое. Ее потом просто замучаешься отрывать. Мы, конечно же, не держали панель на солнце. Это нам от завода пришел такой бонус. Не знаю, где она у них хранилась. Одна такая панель нам попалась. И мы убили на нее втроем 2 часа времени, чтобы почистить. Если вдруг столкнетесь с такой проблемой, покупайте керосин. Поливаешь пленку керосином, немного ждешь. И потом начинаешь отрывать. Она, конечно, не станет отходить прям легко, но сэкономите времени раза в 3, наверное, быстрее будет сниматься. Пробовали другие варианты, там водой под давлением, говорят, паром. Ничего не помогает. В общем, лучше до этого вообще не доводить. А то достаточно часто слышал предложение, может быть, пленку не снимать, в конце, после монтажа убрать ее. Ни в коем случае не оставлять. Потом ее вообще не снять. Закончили панели, стены, кровлю. Начинаем монтировать фасонку. Пропениваем все швы, как обычно. Вырезаем проемы, дверь, ворота. Начинаем наводить красоту. Да, и на навес еще приварю раскосы для жесткости сверху. Не хватило немного металла, поэтому чуть позже приварю. Но уже сейчас за счет кровли навес стоит очень жестко. А пока продолжаем монтаж фасонки. Кровля у нас зеленая, поэтому торцы кровли закрываем тоже зеленой фасонкой. Углы, нижняя планка и воротная часть шоколадным цветом. Все цвета подбирали под расцветку дома самого. Цвет панели не совсем такой, как на доме. Сложно получить желаемый цвет на панели. Объем панелей на гараж небольшой, поэтому очень сложно договориться с производством, чтобы за приемлемую цену сделали любой цвет. Итак, продолжаем монтаж фасонки. Подъедет профлист и будем зашивать еще вот верхнюю часть у навеса нашего. А пока расскажу, как мы устанавливаем дверь. Она у нас металлическая, внутри утеплена ватой. Сама дверь и коробка тоже. Дверь очень тяжелая. Устанавливаем ее в заранее подготовленный проем. Под нее сварен у нас вот такой металлический каркас. На двери приварены уши металлические. Их прикручиваем в каркас прямо. Лишнюю длину ушей обрежем. Дверь пропеним. Все зазоры. И обойдем фасонкой изнутри. Снаружи она вот так выглядит. Уже готовые наличники получается. Просто прикладываем к панелям и все. Замок работает. Закрывает, открывает. Вот такая дверь. Снаружи ключ, внутри защелка. Так, дальше воротная часть. Утепляем пенопластом трубу. И тоже монтируем уже фасонку. Потом уже будет устанавливаться ворота. Но можно и ворота установить перед фасонкой. Это как бы не важно. Да, есть у нас тут одно окошко над дверью. Как мы их устанавливаем, есть ролик на канале. Торец кровли нижней фасонкой закрыли. Сейчас начнем монтировать водосток. Будем устанавливать сначала закладные наши. Вот. Тоже есть видео, как мы устанавливаем водосток поподробнее. На улице очень жарко, поэтому из рабочей одежды у нас только шорты. А вообще на каждом гараже, где мы ставим водосточку, в этот день начинается дождь. Видимо, специально, чтобы проверить нашу
водосточку, работает она или нет. И этот гараж не стал исключением. Дождь прошел практически сразу, как мы установили водосток. Вот здесь видно, идет дождь. Подвезли нам недостающую трубу. Сварил раскосы вот в верхней части. Здесь спереди видно и сзади такие же стоят. Вот, теперь он у нас совсем жесткий, не шевельнуть его. И прикручиваем профлист. Заранее там приварил еще дополнительную трубу для профлиста, чтобы крепить. И вот такая красота получается на навесе. Так, теперь давай проследуем внутрь гаража. Изнутри у нас вот так вот все выглядит. Белый, красивый. Окно уже обошел изнутри фасонкой, двери еще нет. А это навес изнутри. Правда, еще профлист не стоит на это время, когда снимаю. Ну, профлист такой серенький изнутри. Вот такой получился красавец. Вот так он выглядит снаружи. Сейчас еще сниму, как он будет выглядеть с воротами. Ворота серенькие такие, у нас красивые. Фасонка вся стоит, все готово. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это очень помогает развитию. Пишите комментарии. А я раскрою еще много секретов по строительству. До новых встреч. Пока.